До этого математик и университетский преподаватель Чарльз Доджсон ничего сказочного не писал. И все это было придумано ради одной единственной девочки. Чарльз был частым гостем в доме Генри Лиддела, коллеги по Оксфорду. Там-то он и познакомился со своей будущей героиней, дочерью главы семейства Алисой. Она стала его музой. Однажды, во время прогулки, Кэрол развлек ее и ее сестер придуманной на ходу истории о путешествии девочки под землей. Сам Кэрол признавался в том, что он не знал, что будет через 5 минут. То есть вот эта знаменитая кроличья нора, это, по сути, для истории литературы, да, для истории вообще всех, кто сочиняет, это метафора того, как ты начинаешь что-то сочинять, и вот как Алиса прыгаешь в эту кроличью нору, и ты не знаешь, что будет за следующим поворотом. Вот это я упала, так упала. А в 1865 году Чарльз под псевдонимом Льюис Кэрролл опубликовал написанную на основе этого рассказа книгу «Приключения Алисы в стране чудес». В произведении все персонажи, кроме главной героини, казались невозможными, и все чудесатие и чудесатие. А в 1871 году Кэрролл написал продолжение своей книги, назвав его «Алиса в зазеркалье». Там оказалось еще больше парадоксов и загадок. Катались зелюки, как мюмсики в мове. Фу, очень милые стишки. Но понять их не так-то легко. Но все эти странности снова никого не смутили. Весь первый тираж книги смели с полок в течение недели. А вот для переводчиков работа с двумя частями Алисы стала настоящим вызовом. Чтобы не разрушить очарование текста, им пришлось не переводить его дословно, а пересказывать. На русском языке книга вышла в 1879 году. Причем в первой версии она называлась «Соня в царстве дива». Но самым удачным считается перевод литературоведа Нины Демуровой. Она постаралась сохранить атмосферу книги оригинала. Успехом пользовался и пересказ Алисы Борисом Захадером, который адаптировал текст под детей и хотел назвать книгу «Алиска в расчудесии», но решил, что общественность такого заглавия не оценит. А Владимир Набоков вообще назначил девочку русской. Алиса стала у него Аней, а чеширский кот – Масленичным. Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается? Это чеширский кот. Чеширские коты всегда улыбаются. К Алисе приложил руку и сам Сальвадор Дали, который нарисовал 13 акварелей книги. Получились, конечно, не самые детские рисунки, но, согласитесь, они восхитительны. Каждый год, в буквальном смысле каждый год, появляется какая-то новая история, новая музейная экспозиция, посвященная Алисе, новое кафе, которое называется «Алиса». Это постоянное обновление, да, и, наверное, ответ тому, недавние экранизации, да, которые мы знаем. И я специально говорю экранизации, и потому что ни одна, и не две, и не три есть воплощения. Это постоянно все новые и новые театральные постановки. Каждому художнику хочется попробовать показать, как он видит Алису, какая она у него. История об Алисе коснулась еще одного гениального творца Владимира Высоцкого. Он 3 года писал музыку и тексты для радиосказки «Алиса в стране чудес» и относился к этому проекту очень трепетно. Ведь это было первое появление его как автора на обложке пластинки. К тому времени его песни звучали буквально из каждого утюга, но официально Владимира Высоцкого как автора не существовало. И вышедшая в 1976 году грампластинка «Алиса в стране чудес» по сути его легализовала. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые. Торопили время, понукали крикливые, без причины время убивали ленивые. И только та самая девочка, из-за которой началась вся эта история, Алиса Лиддл, от произведения Кэрролла открещивалась долгие годы. Слава, которая обрушилась на ее юные плечи, оказалась непосильной. Алиса не могла спокойно выйти на улицу, и чем старше она становилась, тем меньше ей хотелось быть связанной с популярной героиней. С какого-то момента ее семья даже прекратила всякое общение с автором книги. И только уже будучи в преклонном возрасте, Алиса стала с радостью воспринимать ассоциацию с этим персонажем. Она сравнивала некоторые моменты из своей жизни и находила много общего с той самой девочкой из сказочной чудесной страны. Страны по имени детство.
я мчалась по сказке опасной дорожкой, спешила к развязке, скорее успеть. Ну вот и развязка, и жалко немножко. Мне сказку свою вспоминать и взрослеть.